Всем привет, дорогие друзья! Магазин Golden Shave. Это совершенно молодой, новый чешский магазин, который на территории Российской Федерации еще практически неизвестен. Но у меня есть 7 причин, чтобы вам его порекомендовать. Первое – это великолепная локализация на русском языке, вообще без ошибок. Второе – чудесное меню. Что бы ни захотели, всегда все найдете, все разложено по полочкам. Третье – великолепная подборка товаров. Четвертое – полно товаров не только для нашего классического бритья, но также не забыли и об уходовых, для бороды, усов и волос. Пятое. Очень хороший ценник. По некоторым позициям, я бы сказал, даже сладкий ценник. Шестое. На первую покупку, сразу же, конечно же, после регистрации у вас будет скидка 10%. Если этого недостаточно, тогда вишенка на торт. Седьмое. У ребят полно автошейвов, в том числе алкогольных, полно одеколонов. И все это они могут отправить к нам. Они это отправляют. Я узнавал точно. Всю необходимую информацию вы найдете в описании под видео. Сходите, посмотрите, не пожалеете. А уж покупать не покупать, но это решите сами. Но алкоголь, да через границу, я думаю, что это будет интересно. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на все те ваши вопросы, которые прозвучали в комментариях под предыдущим видео. Там я маленечко накосячил в том плане, что многие вещи я принимал за само собой разумеющиеся и просто не договаривал. И вот это была моя ошибка. Потому что не у каждого есть гипс, не у каждого есть вот этот новый станок от Яков, не у каждого есть какие-то другие регулируемые станки вот подобной конструкции. И я считал, что это должны знать все, и поэтому некоторые моменты просто опускал. Это касалось и крышки, это касалось и регулировочной гайки. Вот это и сыграло плохую службу. Огромное вам спасибо за то, что не стали молчать и в спокойной, дружеской манере все это высказали. И это, скажем так, очень сильно помогло. К сожалению, время от времени появляются нервные персонажи, которые начинают хамить, которые начинают истерить. Там всякие такие, знаете, вот какие-то нервные у них вот эти нотки появляются. Ребята, я не умею на хамство отвечать. Там, где хамят, я разворачиваюсь, ухожу. Потому что у меня два варианта. Или я ухожу, или я лезу в драку. А ни то, мне как бы не улыбалось. Поэтому я не хожу на форум. И поэтому я таких людей стараюсь на канале долго не задерживать. Умеешь нормально общаться, уважительно к оппоненту. Не хамишь, не грубишь, не обзываешься, не лезешь в политику, тебе здесь всегда рады. Всегда. Заходи, будь ласка, садись, будешь почетным гостем. Не умеешь или не хочешь, но тут, дружище, извини, у нас тут как-то маленечко по-другому. Вот поэтому вот такие вещи порой и происходят. Пока я вам тут зубы заговариваю, я, наверное, все-таки сделаю пришейф, и сейчас все равно на крупный план пойдете. И вот пока вы там будете все рассматривать, разглядывать, а я сейчас пока сделаю пришейф великолепнейшим мылом. Настолько великолепно, что я его себе оставил, никому не отдам. Я вам уже об этом говорил, поэтому сегодня я специально полез в загашник, вытащил это мыло. И у нас сегодня будет не бритье, надеюсь, а просто сказка какая-то. А как будет на самом деле, скоро узнаем. Вы на крупный план, догоняйте. Это и есть предметы нашего сегодняшнего обзора. Начинаем с брит и обо всем по порядку. Из этих двух брит предлагаю начать с гипса, так нам будет проще во всем разобраться. Итак, ребята, перед вами регулируемая бритва гипс, которая выпускалась в прошлом столетии, начиная с 1938 года, по некоторым данным. Выпускалась во Франции, несмотря на то, что компания гипс располагалась на двух площадях, в двух странах, это Франция и Англия. Некоторую часть своей продукции выпускала и в Англии тоже. Это модель номер 15. 15-я модель выпускалась в двух вариациях. Одна была алюминиевая, анодирована золотом, а другая была хромированная. Хромированная больше похожа на 15-ю модель. В отличие от 15-й, на ней всегда ставился номер. Сейчас я вам покажу его более подробно. На 17-й этот номер иногда не ставился. А вот в чем отличие материалов между 15 и 17, тут я хотел бы взять помощь зала. Специалисты, пожалуйста, подскажите, потому что полчаса потраченного времени мне так и не принесли результатов, так я и не понял. Лично я вот в этом станке насчитал 5 материалов. Как же регулируется эта бритва? Здесь на колесике есть отметка, маленький красный шарик. Изначально он стоит в позиции 1. Так вот, с 1
до 6 вы спокойно можете регулировать эту бритву. Гипс, но он считается одним из эталонов в регулируемых бритв. Поэтому, наверное, все-таки людьми за это и ценится. Хотя есть за что его и не любить. И это я вам покажу чуточку позже. Разборный. И какие тут несколько материалов. Давайте я вам покажу, из скольких частей он состоит. Итак, вот они 7 частей, из которых состоит станок, все перед вами. Верхняя крышка, она двухсоставная. Здесь целиком не стали делать. Ну, я думаю, что не смогли при той технологии, которую они использовали. Да и его дорожания, видимо, не хотели. Поэтому к вылитой из какого-то материала, очень похожей на замакси, алюмин или на что-то такое, сплав алюминия, была представлена вот такая вот ручка. И здесь за контрагайна, что ли, зафиксировано от проворота. Все это на сталь не похоже, и это видно даже визуально. Верхняя часть хромирована. Хром, начиная вот с тех времен, все еще остался. Эта бритва мне попала от Геннадия Глаченко, Эстония, и с его слов это бритва 54 года выпуска. Нижняя плита. Нижняя плита имеет достаточно необычную форму. Здесь есть три кондуктора, вернее 2 кондуктора, прошу прощения. Первый кондуктор — это кондуктор для лезвий. Когда будем устанавливать лезвие, я вам покажу, как это работает. Благодаря вот этим вот шпенькам сюда нельзя было поставить, ну, в принципе, без заморочек, никакое другое лезвие, кроме лезвий гипса. Какое? Гипс специально, и не только гипс, кстати, жилет также выпускал для своих бритв специальные лезвия, которые предполагали просечку по торцам бритвы. Вот сейчас, начиная с прошлого столетия, мы с вами впервые распаковываем это лезвие. Вот посмотрите, как пачечка внутри и как лезвие сохранилось. Вот так, наверное, будет правильно. Так вот, благодаря вот этим вот просечкам, которые здесь торца, видите, на этот станок, на эту бритву и устанавливались только эти лезвия. Вот. Со всеми остальными лезвиями приходилось дорабатывать, дабы сделать вот эти просечки. Только после этого можно было бриться на этом станке другими лезвиями. Вот именно за это многие люди и не любили этот станок. Ну, не то чтобы не любили, а досадовали, что приходилось вот работать с такой заморочкой. Средняя плита, она точно так же двухсоставная. Все здесь вот это вот литое, а вот это просечка. Просечка из какого-то металла. Из какого, ребята, я чисто визуально не смог определить, но это больше похоже на сталь, нежели на что-то другое. Впрочем, как и вот эта вот часть. По весу, да, похоже, что на сталюку. Опять же, видите, какие загибы и прочее. Это не литье. На хрупком металле вы бы вот так не смогли что-то загнуть, что-то сделать. Давайте я сделаю покрупнее, вы сейчас сами все поймете. Что до соединения этих двух частей, при толщине пластины 1,7 мм, очень сильное подозрение, что здесь помимо развальцовки, которая, видите, шестигранником делалась, это видно невооруженным глазом, здесь еще дополнительно, скорее всего, использовалась резьба. Точно на 100% я этого сказать не могу, но вот по ощущениям так оно и есть. Стоит как копанная, плюс еще вот эта развальцовка. Следующая деталь. Это пружина. Здесь она обыкновенная. С пружинами никогда проблем не было. Весь eBay завален. И я думаю даже, что вполне себе возможно, что и это не родная, а скорее всего уже купленная на eBay. Но, судя по внешнему виду, она вполне себе еще рабочая и будет еще работать. Нижняя плита. По нижней плите, ребята, я тут в полной засаде. Потому что, с одной стороны, я был настроен по той информации, которую я получил в сети, что это некий металл и покрыт хромом. С другой стороны, разглядывая вот эту пластину, я видел, во-первых, следы обработки, вот эти радиальные, во-вторых, гравировка. И я понимал, что это очень сильно похоже на нержавейку. Вот прям очень сильно. Очень сильно похоже на нержавейку. Это не похоже на какой-то металл, который обработали на станке, а потом заникелировали. То есть вот так вот чисто визуально, полное восприятие нержавейки. Почему я так решил? Во-первых, тактильное ощущение. Во-вторых, здесь вот где эмблема гипса и номер 15, есть штришки
покорябанные. Здесь вот гравировка и опять же стрижки, и с этой стороны есть еще и мелкие царапки. Вот видите, вот буква Б, буква цифра 8. И здесь видно, что где-то чуть-чуть ударили, где-то галочку провели. Я не знаю, увидите, не увидите, я постараюсь показать. Так вот, если бы это было хромирование, то этот бы слой был нарушен. А здесь все держится. Вот это вот просто для меня, вот лично, вот сейчас с моей точки зрения, это металл после станка, вот в этом месте. Здесь, естественно, он заполирован, что-то сделали. Но здесь это просто металл после хорошей обработки, максимум, который здесь могли сделать, ну это какую-то легкую слесарку, чтобы убрать заусенки, и все. По краям точно такие же выточки, которые у нас есть на средней плите. К сожалению, я сейчас об этом не сказал, но хочу повторить. Первый кондуктор я вам показал под лезвие, второй кондуктор это для фиксации плиты только в одном положении. Здесь он одной ширины, а здесь он чуть шире. Поэтому каждый раз, когда вы собираете эту конструкцию, вы сможете собрать ее только так, как заложено при конструктиве. Никак иначе. Видите, он не идет. А возьмете, перевернет, опа, и сразу все собирается. Вот здесь этот момент продуман именно так. Ну и нижняя плита не двухсоставная, она цельноточенная. Это точно так же можно видеть невооруженным глазом, потому что здесь ни сучка, ни задоринки, ни стыка, вообще ничего нет. Нет следов резьбового соединения, нет следов развальцовки. Просто точенная из одного куска металла деталь. Вполне возможно, что ее отливали, перед этим потом обрабатывали. Но вот пока она выглядит просто как точенная. Внутри, кстати, вот это чем-то обработано. Не видно, что там точились. То есть чем-то там заполировали. Следующая деталь. Гаечка регулировочная. С одной стороны она имеет выемку под гильзу, с другой стороны она ровная. И к чести французам они точечку поставили, видите, только с одной стороны, причем вверху, не посередине, не где-то там, а только вверху. Это убирает на корню двойное толкование расположения гайки. То есть, во-первых, точка должна быть в сторону цифры, ну, чтобы вам легче было регулировать. И для тех, кто не понимает, для чего вот эта выточка, эта точка лишний раз подскажет, как правильно поставить гайку. Следующая деталь. Здесь я чувствую, я прям вижу, ощущаю два материала. Во-первых, это пластик, не знаю, что это, эбонит или что-то схожее с ним. И плюс внутри латунь, очень сильно похоже на латунь. Это комбинированное изделие. И последнее, крайняя, да, вернее уже последняя деталь, это винт, на котором все будет фиксироваться. Он цельнометаллический. И, скорее всего, он сделан из одной заготовки, потому что тоже никаких следов соединения не нашел. Здесь явно ощущается металл, никакого пластика. И здесь точно так же по характерным следам, по коцкам, видно, что это металл. А теперь смотрите, металл, который очень сильно похож на сплав алюминия, один материал, здесь два материала, пластик и латунь. Это у нас уже три материала. Вот эта деталь очень сильно, и кстати вот эти две детали очень сильно похожи на сталь и ни на что другое. Это уже 4 материала. Здесь, ну, это тоже металл. Вот это точно металл. Сплав алюминия вряд ли бы стали подвергать штамповке. И вот этот металл, если он похож вот на этот, то значит у нас 4 так и останется. Если это другой какой-то металл, то у нас уже 5 металлов. Ну, эту запчасть за металл я не считаю. Так как же вся эта бритва работала? Как она функционировала? Давайте я сейчас не буду ставить чужое для нее лезвие, я поставлю для нее родное, соберу и покажу, как же эта бритва работала вживую. Совершенно без разницы, как вы будете устанавливать пружину. Или вы ее сюда поставите, или вот так оденете, или вы вначале ее оденете сюда. Ребята, без разницы, причина проста. Здесь, когда вы устанавливаете, тут некуда этой пружинки деваться. Она как есть, так есть. После этого правильно вам сориентироваться помогут вот эти прорези, которые здесь есть. Видите, явно не идет. Вот она широкая, не туда пошла. Поэтому спокойно переворачиваем. И вот теперь, хоба, видите, все, звезды сошлись. Теперь спокойно берем гаечку, выбираем красной точкой вверх и накручиваем. Она у нас привычно становится на единицу. После этого обратите внимание вот на эту лыску, на эту фаску, потому что
Мы закручиваем здесь ручку до конца, и все. Видите? У нас уже все работает от 1 до 6. Работает и не чирикает. Причина проста. Очень сильное подозрение, что вот там внутри, видите, перемычка. Так вот, когда вы закручиваете вот эту втулку, она не торцом прижимает гайку, а именно вот той внутренней площадкой она упирается в втулку, и тем самым торец втулки не доходит на n-ное количество миллиметров, или там, да, даже скорее всего меньше миллиметра, до гайки, и дает гайке возможность крутиться. Вот смотрите, все, мы закрутили, даже вот это можно убрать, оно сейчас не нужно. А теперь смотрите внимательно на единицы, а теперь смотрите внимательно, как гайка будет идти вдоль втулки. Теперь понимаете? Гайка находит на втулку. Именно для этого здесь есть вот этот паз в гайке. Именно для этого на ручке здесь сделано вот это утоньшение. Но никак не фиксируется торцом втулки. Фиксируется она внутри. Втулка внутри поджимается к основе. А в это время гайка может спокойно ходить по верху втулки. Вот рассказав вам все это, я теперь спокойно могу объяснить, что у китайцев не так. А теперь собираем станок. Ну, раз уж у нас родной гипс под руками, давайте, наверное, ну, здесь это делается несколько иначе. Здесь сразу же лезвие устанавливается. Позиционирования дополнительного никакого не надо, потому что эту роль играют вот эти боковые штифты. Вы сразу же все поставили. После этого вы просто устанавливаете крышку, закручиваете винт. Все, ваша бритва готова к работе. После этого нужно просто установить нужную вам необходимую позицию от 1 до 6. Так, 6 ты где? А вот от 1 до 6. И все, и в путь. И начинаем бриться. Шестерка максимальная, чуть меньше единицы минимальная. Все ясно, понятно, продумано, проработано. Давайте посмотрим на вылет. На минималке, наверное, лучше всего будет видно равномерно всего происходящего. Так выглядит бритва с родным лезвием. Но так как на родном мы бриться не будем, давайте все-таки поставим то, на котором будем бриться. Я и первый раз брился на яковском станке на рапире, и сейчас точно так же. Мы с вами, наверное, поставим рапиру. Вот эта засада, вот видите, вот эта засада, то, что лезвие никак не встает, она, собственно, и послужила тем расстройством, которое многим владельцам гипса доставляло, ну, скажем так, неудобства, пасмурные мысли. Люди с этим боролись по-разному. Кто-то покупал на Алиэкспресс дыроколы такие специальные, сбоку дыроколил. Кто-то делал для себя приспособы и дарил людям. По-разному у людей. Но, тем не менее, были и такие, которые просто дрявили это лезвие. Дрявили двумя способами. Первый способ, тот, который мне сейчас вот подручный, это просто брали лезвие, одевали на станок, позиционировали его достаточно ровно. Вот так вот. Вот видите, уже неровно. То есть выставляли. Ну, дремучий, конечно, дремучий, совершенно неправильный, потому что так нужно следить, чтобы лезвие было ровное. И во-вторых, при этом придется наносить вред этой бритве, ну, то есть как неочевидный вред, то есть стукать по шляпе или сильно-сильно давить. Вот что-то типа такого, видите, вот. Ну, давайте еще здесь вот так, опа, все, мы продавили, то есть можно без стукать, просто давить, но тем не менее, это же неправильно. Точно такой же способ, но маленько по-другому. Люди еще делали как? Берут деревяшку, достаточно мягкую, вырезают по отверстие вот под эту часть, чтобы можно было эту плиту установить. И после этого уже делали точно так же, как и я, но уже не стукали, а давили. Я сейчас надавил пальцами, а тогда давили просто рукой. Вот такой способ тоже есть. Ну вот по-разному, но тем не менее этот способ возможен. Сравнивать его сейчас мы не будем. Давайте, наверное, сейчас вот
пока вернемся к яковскому станку, а потом вместе установим лезвие и все это вместе и сравним. Итак, а-ля гипс от Яков. Ну, тут, в принципе, у меня уже понимание сути процесса пришло. Об этом я поделюсь, наверное, вот что у меня сейчас на данный момент в голове в конце видео в выводах. Ну, а сейчас, собственно, наверное, могу вам показать все то же самое, что показал в прошлом видео, но более развернуто, потому что в прошлый раз я не стал этого делать в надежде на то, что вы и так это знаете. А потом в здравом размышлении это получается, что не у всех есть гипс. А вот так со стороны представить какое-то понимание работы конструкции, но не каждый может. Поэтому и возникли те недопонимания, которые вылились в комментариях под прошлым видео. Итак, по количеству частей все то же самое, 7 частей, ни больше, ни меньше. Поэтому вопросов нет, это отличается от натурального гипса только тем, что, пожалуй, здесь вот эта часть цельная. Вот и все, то есть технологии, наверное, поменялись, можно сейчас уже вот такие штуки выливать, поэтому здесь вопросов нет. Есть еще вот этот вопрос, видите, конфигурация, то есть здесь это прямоугольная, а здесь скругленная. Но это уже такие, знаете, мелкие изменения дизайна. Об этом я хотел вам сказать, когда соберем все бритвы вместе. По средней части, ну тут не изменения, а как это правильно сказать, отличия, наверное, все же, которые есть от оригинального, который я вам уже показывал, наверное, все-таки в том, что вот эта деталь, она не штампованная, она литая, но это видно. Плюс ко всему она двухсоставная. Здесь я не увидел никаких предпосылок к тому, что вот толщина пластины вот этой 1,8, что здесь есть какое-то резьбовое соединение. Если оно есть, то это честь и хвала Якам. Если нет, тогда это шляпа, и эта шляпа рано или поздно кого-то подведет. Почему? Потому что здесь вот развальцовка, она есть точно, ее очень хорошо видно. А вот если здесь просто развальцовка и нет резьбового соединения вот этих двух частей, любое падение, любое неловкое движение, если не дай бог вы там где-то силу примените или еще что-то, вот это соединение у вас может порушиться. И это печально. Если же здесь есть резьбовое соединение, тогда вам уже можно меньше пережимать. Тогда это уже более надежно, чем выглядит. Ну и здесь также все литое. Средняя часть. Кстати, раз уж говорим за эту, здесь пошли по пути наименьшего сопротивления. Вот эти флажки, которые есть в оригинале, они фиктивны. Они здесь нафиг не нужны совершенно. Причина проста. В оригинале они использовались как кондуктор, чтобы вы могли поставить среднюю пластину только так, а не как иначе. Здесь же они, исполняют роль фиксатора, чтобы она просто не прокручивалась. Вот не более того. То есть вот вы можете ее и так поставить, и так поставить. К чему это приведет? Я вам покажу потом воочию, но в реале так вот это будет стоять или на шестерке, или на тройке. Вот и вся разница. То есть вам тут нужно будет следить, как вы ее ставите. Или самому себе какие-то метки ставить, или еще что-то. Вот теперь по средней пластине все. Нижняя пластина. Ребята, точно так же литая. Литая. Но она не похожа на двухсоставную. Я тут с лупой пролазил маленечко. Это просто цельная отлитая. Вот и все. Вот эти боковые штришки, они добавлены уже не как на оригинале. Здесь хром или никель, тоже сказать не могу. Там ребята выдвинули предположение в комментариях, что все-таки может быть никель, потому что он дешевле. Но я тут хз. Подробной информации у меня нет. Поэтому с точностью на 100% я утверждать не могу. Но вот эти циферки, которые здесь есть, на первый взгляд они выглядят достаточно добротно. То есть и по форме они нормальные, и краска там вроде бы нормально нанесена. Вот это то, что можно сказать про нижнюю пластину. Пружина. Пружина, я думаю, точно такая же, как и многие сейчас пружины, которые встречаются у нас, потому что основной поставщик металла по миру уже скоро будет, наверное, все-таки Китай, не Америка и не Европа, там дофига его стали делать. Поэтому то, что китайцы делают у себя пружины сами из своего металла, чему тут удивляться. Могу констатировать, что это очень похоже на нержавейку. Но не на нержавейку. Это не нержавейка.
Это простой металл. Какой, я не знаю. Информации у меня нет. Но на нержавейку это не похоже. Ну, хотя вот так без какого-то дополнительного анализа или какой-то информации трудно сказать. Пружина как пружина, обыкновенная. Как будет работать, ну, это покажет только время. А пока, ну, обычная пружина. Гайка. Гайка, вначале я ее принял за металлическую, но потом понял, что попутал, что не узнал брата Колю. Это, скорее всего, то же самое литое, но уже обработанное. Конечно же, с хромом. На металл это ну никак не тянет. Точка. Точка по простоте душевной поставлена прямо посередине. Вот человек, который не в теме, как вот, например, там вот Сергей А, но он не сразу поймет, что это, куда это вот так вот. Тут вообще никак не воткнешь. Потому что, ну возьми вы ее, сместите вот сюда. Тогда человеку было бы сразу понятно, что надо именно так, а не как иначе. Но, тем не менее, что есть, то есть. Выемка здесь точно так же, как на прародителе, а вверху ровная площадка точно так же, как и у прародителя. Следующее у нас, ребята, втулка. Ребята, это металл, это не пластик. Почему я так уверен? Потому что, ну, внешне это очень сильно похоже на пластик, но для того, чтобы чуть-чуть доработать конструктив этого замечательного станка, я вот здесь вот поставил себе метку. И сделал я ее острым предметом. И после того, как я вот эту черную штуку, которая сверху достаточно так мощно накрыта, то появилась белая. Видите, да? От всей души надеюсь, что вам это заметно. Вот так, наверное, будет лучше. Но не может быть это быть пластиком, по которому покорябало внутри белое. Скорее всего, это какой-то металл. Ну вот так вот достаточно серьезно, хорошо покрыть, что вот пришлось аж после только гвоздя или там, что я там острое брал, понял, что это металл. Ну а нижний винт это скорее всего тоже сплав. Хромированный, никелированный, что там нужно подчеркнуть, информации 0, внутри пустотелый, здесь чуть-чуть под конус, насечка ну, обыкновенная, нормальная, мы такую насечку видели уже не единожды, здесь резьба. А теперь самая основная фишка, в чем прикол, собираем. Здесь точно так же, как и на прародителе, совершенно без разницы, как вы будете устанавливать пружину. Или вы ее бросите сразу в стакан и поставите свою среднюю плиту. Или вы вначале оденете ее на среднюю плиту, потом встанете стакан. Причина проста. Технологические зазоры не позволяют шалить. Здесь вы можете поставить именно так, как вы можете поставить, и никак иначе. Все, поставили. Теперь заморочиться со средней плитой, как ее выставить, сразу такой возможности не представляется, потому что сразу вы не поймете, пока у вас гайки нет. Поэтому нужно накрутить гайку. Давайте я, наверное, покрупнее сделаю. Там ребята даже на замедленное оставили, но чтобы вам лучше было видно. Вот. Это сейчас стоит так, как было в прошлом видео. Я поставил так, потому что мне это визуально чисто воспринималось лучше, потому что тут я хотя бы понимал, о чем речь. И да, именно в этом положении я говорю, что не будет двойки и не будет единицы, ребята. Но я, судя по всему, был неправ. В чем же неправ? Вот эта конечная точка, и она уже не предполагает вращение направо. Этого точно так же нет и прародителя. Вот видите, конечная точка, направо вы уже не повернете. Вот в этом я был неправ. Для того, чтобы он все-таки, ну, вот весь функционал вот при таком положении будет соблюдаться. Просто после n будет 4, 5, 6 и пошло, и пошло, и пошло. Криво, неправильно, непонятно. Да, не буду с вами спорить. Точно так же криво, непонятно и неправильно, как вот в данном случае, смотрите. Так, переворачиваем плиту, ставим ее по-другому. Сейчас у нас будет шестерка. В некоторой степени чуть-чуть получше. Уже больше похоже на то, что есть у гипса, потому что у гипса все-таки единица, а здесь шестерка. Почему я сразу не стал ставить шестерку? Да я сейчас даже что-то вам и не скажу. Что-то вот как-то мне тоже дико показалось, что это стоит на шестерке, потому что ты собираешь станок, а у тебя сразу же на максимуме. Ну то есть здесь понятно, здесь стоит на единице. И вот видать после этого меня переклинило, и я вот эту позицию перестал воспринимать. Ну по сути, если так выбирать, возможно, для кого-то вот этот вариант станет даже еще и лучше. Потому что там, если крутить налево, да, то единица, 2, 3. Тут как-то логики больше. Я выбрал этот, но он более заметный. Может из-за того, что подслеповат, здесь смотреть, а здесь и так уже все видно, потому что n плямба большая. То есть по сути у вас есть выбор, как ставить. Или на шестерку, или на нейтраль. С этим разобрались. Дальше. Фиксация.
Кстати, переворот гайки. Те, кто очень сильно просил перепроверить, ребята, если гайку перевернуть, еще большая порнография получается. Мало того, что вы никуда не будете попадать, так еще после того, как вы накрутите гильзу, вам еще грустнее станет, потому что это будет вообще белиберда. Та выемка гайки, которая есть, она чуть-чуть находит на внутреннюю, в смысле вот на эту втулку и смотрится, но это тут вообще все порушено. Вообще это в принципе даже никогда работать не будет. Даже если вы вот так вот открутите, но у вас получается внутренняя выемка, она будет подклинивать вот на этот цилиндр. Ну а кому это надо? Да никому, это неправильно. Это все равно, что правый и левый ботинок взять местами поменять, надеть и сказать, вот так правильно. Ну, для кого правильно, ребята, можно так делать. Но это неверно. Никто не обратил на самое главное сообщение всех комментариев. Это Вик С. Как только я прочел этот комментарий, у меня прям проверил, и у меня прям на душе как-то легко стало. Вот это первый, единственный человек, который написал все верно, все правильно. У меня у самого до этого мозги бы не дошли, потому что я боялся, я даже думать бы в эту сторону не стал, потому что вот то, что я сейчас вам покажу, и то, что предложил ИКС, а потом еще Альберт тоже в эту тему маленечко одобрил. Для меня это равнозначно, нарушение не конструктива, а как, технологической прочности станка, что ли. Но так никогда не делается. А вот ребята перешагнули через это, Вик С, и все-таки посоветовал. Я попробовал и получилось. Смотрите, он посоветовал не фиксировать до конца. Так, куда? Иди сюда. Не докручивать до конца. Для этого, смотрите, мы сейчас все-таки это должны накрутить. Вот, это вот то, как я вам показывал в первом видео. То есть вот тут вот вы ничего не сделаете, у вас просто поджата эта гайка вот этой втулкой. А так как ВКС предложил не докручивать до конца, мы чуть-чуть ослабляем винт. И вот после того, как накрутили, вам чисто эмпирическим путем нужно понять, насколько вам нужно эту гильзу открутить, чтобы у вас не рушился, вернее, функционал станка всегда был стабильный. Потому что отвернуть можно на полоборота. Отвернуть можно на 2 оборота, на 3. И тогда вот смотрите, вот допустим, вот покрутил от вольного, вот так вот. Зачем от вольного? У нас же метка есть. Вот она метка. Смотрим. 1 оборот и, допустим, 2 оборота. И после этого раз и фиксируем винтом. Все. И теперь смотрите, что у нас происходит. Вот у нас отметка на шестерку, да? Пошла руда. Так, куда руда пошла? Вот она пошла. Тяжело, но пошла. И все, и все. И все заработало. Только мы ушли аж там чуть ли не на 12 или еще там куда-то. То есть, смотрите, у нас получается, вот он 1 оборот прошли. Вот он 2 оборот прошли. И вот, грубо говоря, 2 оборота. Но это что за агрессивность такая? Что за станок? Это как? Что им брить? Слону яйца или что? Порежете сразу, убьете себя. Поэтому вам нужно понимать, насколько вам нужно не докручивать гильзу, чтобы так расконтрить, чтобы у вас всегда было практически одно и то же. Так, вот теперь не совсем просто. Теперь это надо закрутить вот так. Снова до конца. Закрутить здесь до конца. И понять, насколько правильно, чтобы у вас функционал соблюдался. Опять ищем метку. Давайте, наверное, может быть, на 1 оборот. Нет, это не 1 оборот, это... Так, вот она меточка пошла. Грубо говоря, вот он 1 оборот. И вот теперь зафиксим, законтрагаем, вернее. И что у нас получается? Опять с этой шестерки. Так, чуть-чуть она здесь поджалась. Сейчас мы ее разожмем. Вот так, бляха-муха. Блин. Так, сейчас. Законтрагаил плохо. Вот так вот. Хотя бы что-то крутится, видите, да? Порнография, конечно, Сейчас. Вот до конца здесь закрутили.
Все, докрутил здесь до конца, а теперь не на целый оборот, с целым оборотом как-то грустно получается, но так хотя бы на пол оборота и контрагаем. Так, на пол оборота, так, хоп, и теперь контрагаем. Блин, опять свернулась. Вот так вот контрагаем. Ну и что у нас вышло? Опять здесь закусила. Ну вот, хотя бы сдвинулась. Вот видите, полоборота нам дают, ну вот, один оборот здесь. Ну вот, путем не тяжелого геморроя можно примерно считать, что открутить, не докрутить не получится. Вы же не будете знать, насколько вы не докрутили, у вас там фиксатора никакого нет. Вам придется все время ее докручивать до конца, а потом примерно откручивать на пол оборота. И если вы так сделаете, тогда у вас будет вот эта вот фигня крутиться, ну, от шестерки до шестерки. Вот. Вот такая вот машина Made in Yaki. Ну, давайте наконец уже лезвие поставим и попробуем. Так, теперь как установить лезвие, чтобы вся эта конструкция не развалилась? Фиксирую здесь, снимаю здесь, одеваю здесь, одеваю здесь. А теперь вот этим пальцем здесь, а гильзу держу здесь и оба. И вот фиксируем. Но обязательно фиксируйте гильзу, потому что если вы, закручивая гайку, провернете гильзу, вам потом придется все это обратно повторять. И это опять будет 25. Все, собрали. Так, откручиваем ее обратно. Ну что ж, теперь более-менее мы с вами можем сравнить, что же именно. Ну вот смотрите, у нас сейчас гипс номер 15 на первой позиции. Ну, по сути, это самая минимальная позиция, которая может быть у этой бритвы. И здесь у нас, ну, тоже как бы самая минимальная. Вот на этих двух позициях мы хотя бы сейчас визуально и можем сравнить, что у нас тут получается. Ну вот, этими бритвами будем бриться. Для тех, кто не понял, хочу еще раз сказать. У этого станка не хватает фиксации гильзы, всей этой, вернее, конструкции за основу, то есть за тот цилиндр, за ту малую часть, которую, давайте я уже собью, которую позволяет нам достичь оригинал. Вот если бы там внутри была какая-то преграда, которая давила бы вот сюда, причем рассчитана на определенной глубине, чтобы не поддавливать эту гайку, тогда бы вопросов никаких не было. Здесь же сейчас вот при этом конструктиве, видите, какое дупло? Тут все пролетает со свистом. И этот свист нам позволяет зафиксировать саму гайку. То есть нам бы ее как крутить надо, а мы ее зажали вначале вот этой гильзой. А потом еще контрагаем винтом. Естественно, у нас никуда, нигде ничего крутиться не будет. Для того, чтобы это закрутилось, вот спасибо огромное еще раз Fix S, действительно нужно расконтрагаить здесь, открутить на пол оборота, потом законтрагаить. И вот только после этого, да, если у вас во это время провернется голова, и вы порежете себе палец, не удивляйтесь, ребята. Лучше всего это делать без вставленного лезвия. Потому что вставленное лезвие может бобо. И вот после этого у вас что-то тут хотя бы минимально начинает крутиться. Слушайте, а раз уж мы на крупном плане, давайте сразу попробуем на максимум, да? Что-то я об этом не подумал. Так, ну здесь-то все одной рукой. Шаг резьбы-то у них наверняка разный. Да, вот это я и хотел. Смотрите, ребята, у нас тут и шаг резьбы разный, и как следствие, сейчас я покажу. Вот смотрите,
Это вот, после вращения гайки на один оборот были на шестерке или на шестерку ушли. Это а-ля гипс от Яков. И вот здесь вот на один оборот. Даже меньше было на единице, а ушли на шестерку. Ну, давайте вот почти оборот вот сейчас здесь. А теперь смотрите, как гап отличается и как крышка приподнялась. На Яковском она явно приподнялась больше, нежели на французе. Это говорит о том, что у них стоит разный шаг резьбы. И это говорит о том, что брить они будут совершенно по-разному. Здесь будет гораздо больше гап, нежели на этом. Это пока предположение. Все это, конечно, можно проверить на практике. Все, идем дальше. А брить сегодня будем, ребята, мылом Golden Dutch. Классика. Мыло появилось на канале благодаря Дмитрию Долбанову. Давно я его уже не видел. Хотелось бы, если увижу, еще раз сказать ему спасибо, потому что мыло, ребята, просто великолепное. На сегодняшний день его можно купить на просторах сети, ну, скажем так, за смешные деньги. Потому что если на регуляре оно стоило где-то в районе 24 вместе с банкой, сейчас его можно поймать и за 12, и за 14. Та ссылка, которая будет в описании под видео, она как раз ведет на 12. За 12 вместе с банкой 60-граммовый кусок мыла. Да, ну это нормально, тем более такого мыла. Мыло веганское, всего лишь один компонент там какой-то затесался, по-моему, который чуть-чуть не веганский. Но мыло просто великолепно и в работе, и по запаху, и по своим свойствам. Именно поэтому я его спрятал под подушку, никогда никому не отдам. И вот такие редкие минуты, как сегодня, оно будет не только меня, но и вас радовать. Мыло обалденное. Вот сегодня им и побреемся. Дмитрий, спасибо тебе огромное еще раз. Ну, а работать будем по мазкам. По мазку, ребята, не повезло. Почему-то он пропал. Пропал с сайта магазина. Но, тем не менее, что есть, то есть. Песни и слова не выкинешь. Или слово... Да, слово из песни не выкинешь. Помазок, синтетика. Все его параметрические данные вы сейчас можете видеть здесь, но заранее могу сказать, что это несколько более скромный товарищ, нежели Тубенд Барсук предыдущий. Здесь он распушается всего лишь до 28-29 мм, хотя в душе он 26. Ну, все остальное тут практически то же самое. Ручка 75, длина головы, вот даже волосок видели, выпал как у настоящего. Длина узла 60 мм, эргономика, то все. Ну, в принципе, вот, почему-то мне кажется, что должно быть все нормально. Очень, очень сильно надеюсь, что он не расстроит меня, как его предыдущий братишка. С таким мылом не грех и в чаше поработать. Залез у шкафчик, достал нашу экспериментальную, которую мы делали с Дмитрием Алиференко, и которая не пошла в серию. Ну вот, наверное, сегодня и дадим ей возможность еще раз выглядеть. Тем более, что в чаше есть что-то такое, что в принципе может нравиться. Вот сегодня с ней и погуляем. А после бритья у нас будет сегодня вот такая интересная вещь, я вам скажу, от Эдвин Джаггер. Это, несмотря на то, что это лосьон, почему-то в опасной бритве его назвали то ли муссом, то ли что-то там вот кем-то таким. Короче, в лосьонах вы его не найдете. Но вы не переживайте, я вам ссылку оставлю, вы его найдете. По названию его все еще можно найти. А вот если будете в лосьонах искать, его нет. Хотя зря, потому что вещь очень-очень-очень интересная. По крайней мере, сама компания Эдвин Джаггер так о ней отзывается. Она успокаивает, она увлажняет, она стабилизирует, и чего она только не делает. И выпускается все это в 3 ароматах. Это вот как вот у нас сейчас есть, это лайм и гранатовый сок, померанж по-ихнему. Есть еще сандаловое дерево и алоэ вера. Такие баллоны я встречал у итальянцев в прошлом году. Вот присылали нечто подобное. Голубь, зараза, весь мозг уже выклевал. Итальянцы присылали. Мне понравилось пользоваться. Удобно, хорошо. Один минус. Ты только по весу можешь ориентироваться, сколько там еще чего осталось. А так, в принципе, достаточно удобная, хорошая штука. По привычке встряхнул, чтобы там все это, и надавил. Хотя не уверен. Возможно, это какие-то новые технологии, и ничего делать не надо. Просто взял, нажал, да и все. Ну, опять же, посмотрим. Вот. За это я хотел бы сказать спасибо опасной бритве РФ. У них это все есть. Кому интересно, ссылка в описании под видео, конечно же, найдете. А теперь все, ребята, пошли бриться.